В этом ролике вы узнаете, как мы за 5 месяцев удвоили производительность завода. Сделали это без дорогих консультантов, бережливого производства и сложных ERP-систем. Через простой и ясный каркас управления. Смотрите как. Знакома ли вам такая ситуация? Каждый месяц в производстве срываются заказы, незавершенка растет, прибыли нет, кассовые разрывы, в управлении полный хаос, ЭТР работает сверхурочно, генеральный директор и топ-менеджмент бегают по производству и тушат локальные пожары и занимаются микроменеджментом. А еще долгое время на предприятии работают различные консультанты по направлениям, которые все нам знакомы. Производственная система, ERP, ток Голдрата, BPMN, бережливое производство, входящее 5S. Все работают, но результата нет. Здравствуйте, меня зовут Александр Крещенко. 25 лет я занимаюсь выстраиванием архитектуры управления бизнесом. Я открываю свой канал для тех, кто хочет эффективно управлять производственным бизнесом и получать прибыль. Эта история происходит в России. Представьте завод, на котором трудится 1500 человек. Они производят тепловозы. На дворе 1 июля. Началось второе полугодие, а годовой производственный план выполнен на 35% вместо 50 необходимых. Теперь за второе полугодие необходимо выполнить оставшиеся 65%. Задача усложняется. Это точка А нашей с вами реальной истории. Все руководители и сотрудники завода работают на своевременный выпуск продукции. На завод высадился десант консультантов еще 1,5 года назад. Все ждут улучшения результатов. Используется ERP-система. Все ресурсы есть, но выполнения производственной программы нет. Генеральный директор управляющей компании 7-й месяц подряд получает очередной отчет о срыве производственной программы и принимает решение о снятии генерального директора завода. Именно в этот момент управляющая компания принимает решение отправить меня на завод в качестве эксперта по управлению и разобраться в текущей ситуации. В тандеме с новым генеральным директором мы приступаем к антикризисному управлению заводом. Мне предоставили свободу действий и возможность убрать 20 консультантов, работающих там уже 1,5 года, и спроектировать целостную систему управления для завода. Я провел аудит завода, около 40 встреч с руководителями и сотрудниками. К концу августа я вырабатываю первый протокол решения для заводчан. Их всего было 3. Дальше в ролике ими с вами поделюсь. Основной корень проблем заключался в том, что все функции были разорваны между собой, и их нужно было заново пересобирать. На заводе произошла ситуация, как в той басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Мы соединили подразделения продаж, конструкторов, технологов, закупки, производства и финансы в один единый слаженный механизм. Сейчас будет немного скучно, но вы потерпите. Это самый ценный блок видео. Я покажу вам конкретных 26 решений, которые подняли производительность плюс 100 в месяц на заводе. Каждый пункт решения проверен практикой, и уже завтра вы сможете его применить в своей компании. Смотрите ролик до конца практической части, и вы увидите, каких результатов мы добились в конце 5-го месяца. Ну и сейчас я вам расскажу обо всех 3 протоколах, какие действия мы делали, зачем. Тезисно по каждому пункту постараюсь вам рассказать, чтобы было понятно, и вы смогли в своей деятельности уже применять на практике все эти решения. Первый протокол выпустил я 28 августа. И чтобы вам было удобно смотреть, обращайте, вот я буду подсвечивать, видите, курсиром 2 пункта, вот 1 и 4. То есть те пункты, которые буду включать курсивом, отключать, чтобы вам было понятно, какие пункты я сейчас обсуждаю, на них и обращайте внимание. В первом протоколе было 7 решений. Следующий протокол мы выпустили номер 2 13 сентября. И третий протокол крайне был уже 24 сентября. Теперь детально пройдемся по каждому из пунктов. И начнем мы вот с выделенных курсиров. Первый пункт и 4. То есть что мы сделали? Первый пункт. Мы понимали, что есть на заводе система ERP Max, в которой после проведения аудита я понял, что все изделия становятся, ну если вот есть критический путь, да, изготовления любого изделия,
к нулевой сборке, да, и в нее входят сборочные единицы, детали входят, то в системе Max ERP, к сожалению, как оказалось, все детали и сборочные единицы выстраиваются в линии. И специалисты ПДО двигали, чтобы составить план производства ежемесячно, влево-вправо вручную в ERP-программе. Ну, что, конечно же, допускало много ошибок. Где-то какую-то сборочную единицу не подвинули, она ушла там, в следующий месяц. Поэтому мы поняли, что в Max ERP мы не сможем планировать, а будем ее использовать как систему только для списания материалов. Ну, потому что списывался материал на тот момент в системе Max ERP. Вот, поэтому мы разработали циклограммы, так называемые, на все изделия, которые изготавливались в эти 5 месяцев, вот с августа по конец года, по декабрь. Как выглядела эта циклограмма? То есть вот циклограмма тепловоза, да, слева, вот вы видите, да, это самые главные операции, которые делаются при изготовлении тепловоза. Здесь находилось несколько участков, несколько переделов, да, 5 цехов участвовало в изготовлении тепловозов. Вот здесь была длительность по каждому этапу. Ну и темным вот затемнение, видите, да, какие-то операции выполнялись параллельно, чтобы в конечном итоге там выйти на цикл 60 там, или 80 дней на один тепловоз, в зависимости от сложности тепловоза, от разных моделей. И под каждую циклограмму, видите, вот в правом нижнем углу, мы разработали главный календарный производственный план. Вот мы принесли все вот эти операции, этапы, здесь также слева мы их расставили. И вот по верхней строчке вот тут идут номера машин. Мы планировали на квартал. То есть на 3 месяца вперед у нас всегда ежемесячно мы обновляли этот главный календарный план. То есть сентябрь заканчивается, у нас октябрь, ноябрь, декабрь есть. Октябрь заканчивается, ноябрь, декабрь, январь есть. И здесь, соответственно, была колонка в столбце план начала, план факт. И вторая колонка, ну, столбец, да, план, вернее, факт начала, факт окончания. Зеленый закрашивали мы дэшборд, это говорит о том, что все, и план, и факт совпадает. Желтым, если где-то появилось какое-то отклонение, мы должны видеть, чтобы на каком-то этапе потом в дальнейшем по циклограмме изготовления тепловоза нужно было там добавить ночных смен или перевести, усилить рабочие участки. Ну, а красный подсвечивается, если где-то что-то сразу поплыло, да, отставание появилось, мы сразу же понимали, на каком, ну, в каком из 5 цехов, на каком этапе тепловоз отстает. Вот два этих документа были основные, с помощью которых мы выстраивали производственные планы на 90 календарных дней. Дальше под эти же этапы, чтобы связать все функции между собой, закупки, финансы, сделали точно такие же Excel и под каждый этап отмотали назад. То есть материал нужно привести к такому-то числу, договор нужно заключить в такую-то дату, на логистику материала столько-то дней. Ну, грубо говоря, под каждый этап и передел, да, мы понимали, что вот к этому числу, например, там, к 10 сентябрю, к этапу номер 10 в циклограмме нужно привести вот такие-то материалы в таком-то объеме. И такой же цветной дэшборд был у закупщиков. То есть они четко под каждый этап перестроили все свои работы. У них были такие же дэшборды, только с перечнем не этапов, а к каждому этапу был привязана номенклатура ТМЦ. Возвращаемся к протоколу. То есть мы разработали эти циклограммы, и вот в 4 пункте, вы видите, мы начали формировать главный календарный производственный план. Вот. Начинали мы 60 дней. Кстати, да, вот я тут... Это прям вот реальный протокол, который был. Я только убрал название машин. Вот. Поэтому мы сделали циклограммы. На основании этих циклограмм сформировали главный календарный план. На основании главных календарных планов мы привязали деятельность всех подразделений к этому плану. Дальше, второй пункт.
Здесь я курсив отключаю. Здесь включаю. Сформировать номенклатуру потребностей ТМЦ по каждому производственному переделу. Это вот то, что я сейчас вам сказал, что под каждый производственный передел мы сформировали перечень ТМЦ, которая должна приезжать по тот или иной срок. То есть, по сути, такие же циклограммы с номенклатурой, только для отдела закупок. Следующий пункт. Третий. Рассчитать плановые мощности производственных переделов, этапов в этой циклограмме. Ну, для чего это делалось? Потому что одновременно изготавливалось несколько тепловозов, да, и нужно было понимать, где есть узкие горлышки, чтобы их расшить, да, и понять, где нам усилить, например, горизонтально-расточную группу станков, или добавить сварщиков, или добавить токарей. То есть мы должны были сделать этот расчет, чтобы по циклограмме мы увидели сроки, да, но когда накладываешь все эти тепловозы друг на друга, были видны узкие места, и мы должны были сбалансировать этот производственный план. Вот столбец М, как вы видите, здесь ТД это техническая дирекция, ДП это дирекция по планированию, ДЗ дирекция по закупкам. Ну, я буду расшифровывать, чтобы было понятно, какая служба отвечала за ту или иную задачу. И сроки реальные, да, вот были прописаны сроки. То есть вот циклограммы мы сделали 28.08. То есть мы вот протокол я разработал, да, и передал 28 августа, и ту или иную задачу мы должны были сделать, чтобы уже в сентябре мы работали с новыми подходами, и чтобы все службы были между собой уже интегрированы и работали слаженнее, чем ранее. Дальше переходим к четвертому пункту. Ну, соответственно, четвертый мы прошли. Соответственно, вот эти все главные календарные планы, они висели на участках. То есть прям были распечатаны и находились на каждом участке в 5 цехах. Дальше. Пятый пункт. Ежемесячно формировать план потребностей ТМЦ с привязкой по срокам к документу 4. То есть, когда закупщики по пункту 2, им техническая дирекция сформировала номенклатуру ТМЦ, к какому этапу какая номенклатура должна привозиться, нужно было сформировать уже дирекции по закупкам свой план закупок. И они его под производственный план формировали, прописывали у себя ответственных, кто отвечал за паковки, кто за лист, за электрику. Четко привязка была по номенклатуре, по закупщикам, они везли уже в соответствии со своим планом. Следующий этап. Шестой пункт. Здесь что мы пытались сделать? Так как на тот момент была незавершенка около миллиарда, наверное, рублей, и кассовые разрывы начали появляться, то есть приходилось постоянно просить деньги у управляющей компании, мы понимали, что какой-то номенклатуры навезли наперед, там, на 5-6 месяцев вперед, а какой-то номенклатуры вообще нету, да, и денег, соответственно, в кассе на все не хватало. Соответственно, так же, как и закупщиков, мы к плану закупок сформировали план финансирования. То есть от плана производства сформирован был план закупок, и от плана закупок сформирован план финансов, да, когда оплачивать какую номенклатуру. И все жестко в этой связке, да, вот тут ДЗ и ДФ, это дирекция по закупкам, и ДФ работали в жесткой связке друг с другом. Ну и седьмой пункт, то есть тут диспетчер завода. Мы вводим диспетчера завода, который ежедневно обходит все цеха, все участки, ежедневно проверяет, чтобы в соответствии с этим главным календарным производственным планом выполнялись работы, да, и дирекция по закупкам отвечает за свои пункты, да, 5-6. То есть они должны смотреть, чтобы выполнялся план по поставке ТМЦ и выполнялся план по оплате, чтобы они своевременно привозили свою номенклатуру.
Вот первый протокол, да, который мы приняли, и приступили к нему работать с 28 августа. Первый шаг, который, ну, мы сделали, да, мы вот, я уже сказал, разместили единый план по всем участкам, который видят все. Мы запустили диспетчерское совещание, которое проводилось утром и вечером, и открывали прямо на мониторе, участвовали все службы и понимали, что если какой-то этап в производственном плане загорелся красным, сразу разбирались там закупка, финансы, конструктора, технологи. Да, кстати, мы точно так же выстроили работу и конструкторов, и технологов, чтобы они под эти этапы, у них были точно так же свои планы, чтобы под эти этапы они своевременно выдавали технологию, оснастку. Соответственно, мы на один документ через циклограммы связали деятельность всех функций. Соответственно, мы ввели диспетчера, который ежедневно ходил, да, по цехам и отслеживал выполнение. Этот же диспетчер проводил эти совещания заводские утром и вечером и оперативно принимали решения, если появлялась красная зона на дэшборде в производственном плане. И это позволило нам соединить работу всех заинтересованных служб, да, в выполнении производственного плана. Старая разрозненная система управления была отключена. И все методики, которые 1,5 года проповедовали консультанты, мы тоже все их отключили и работали четко по тем решениям, которые мы прописали здесь в протоколе. И весь завод шел в ногу в целях выполнения производственной программы. И переходим ко второму протоколу. Второй протокол появился уже 13 сентября. И здесь уже мы добавили немного деталей, чтобы те верхние документы исполнялись. Нужно, чтобы их на местах мониторили, двигали, и все службы работали в рамках этих планов. Что мы сделали в рамках второго протокола? Мы 16 сентября сформировали 5 чатов WhatsApp, да, во всех 5 цехах, в которых, если загорается на участке красным в любом из переделов по любому из тепловозов, то, соответственно, это в течение там часа-двух сразу доводилось до диспетчера завода, и если нужно, то это выносилось на самый верх. Второй пункт. Руководителям МТС, технической службы, службы главного инженера, дирекция по качеству, мы также сказали, чтобы они выделили одно окно от каждой дирекции. Ну, чтобы не звонили топ-менеджменту, да, потому что все они там до этого жили в микроменеджменте. И у нас была цель вывести топ-руководителей с тушения пожаров, чтобы они сконцентрировались именно на стратегии, планировании, управлении, деньги. А этими вопросами, которые возникали в красных зонах, занимались одно окно, одно ответственное от каждой службы. То есть к 16 сентябрю у нас было во всех цехах одно ответственное лицо, да, и с другой стороны, с кем они могли контактировать, если какая-то служба их держала, будь то служба главного инженера, дирекция по качеству, по персоналу, техническая дирекция, без разницы, тоже был выделен одно окно, один человек. То есть здесь мы интегрировали работу функций между собой жестко и не привлекая топ-менеджмент. Следующее. Мы добавили, поработав 2 недели, помимо главного календарного производственного плана, появился еще такой стенд, на котором мы разместили и документ формата А2, в котором мы могли написать сдерживающие факторы, да, чтобы при обходе диспетчер, когда делает обход, он видит, что, например, мастер написал, у меня нету там оснастки. Соответственно, он сразу поднимает техническую дирекцию, и они оперативно решают вопросы. То есть мы старались, чтобы не производство бегало за всеми, а все службы работали на производство, потому что до этого было по-другому. Производство бегало за закупщиками, производство бегало за технологиями, мы запрещали. То есть наша цель — производство должно производить продукцию.
никаких вспомогательных функций она не должна была выполнять. Поэтому мы разместили этот дополнительный инструмент, через который мы могли воздействовать на другие службы завода. Соответственно, вот 4-й пункт. В этих 5 цехах, да, мы распоряжением по цеху также закрепили ответственных, которые заполняют эту таблицу сдерживающих факторов. Соответственно, они были понятны, диспетчер мог подойти и проговорить о проблеме, да, чтобы разобраться более детально, что происходит на самом деле, и передать уже запрос в ту или иную службу. Следующий пункт, 5-й пункт. Заместитель начальников 5 цехов ежедневно проводить обход своего цеха, выполнять мониторинг исполнения ГККП. Что мы здесь дополнили? То есть, когда прошло 2 недели, видите срок, да, 17.09 это было, мы поняли, что один диспетчер, он уже вовлекся, он уже понимает, разбирается, но нам нужно было, чтобы еще в цеху ускорилось понимание, что мы делаем, какие сроки мы должны делать, какие проблемы существуют, чтобы они не только занимались там тоже внутри своего цеха, да, или участка тушением пожаров, а заместители начальников цехов должны заниматься мониторингом, чтобы главный календарный производственный план выполнялся и производством. Соответственно, они постоянно делали обход утром, они делали обход в обед и делали обход вечером уже по окончании смены. Дальше. Так как цеха большие, 6-й пункт, да, мы понимали, что пока добежишь, пока позвонишь, по телефону не всегда бывает, можно объяснить, что происходит. Соответственно, сфотографировали, отправили, и понятно там технологу или главному инженеру, что произошло. То есть он сразу мог уже визуально понимать, что за проблема возникла, и отправлял того или иного сотрудника для решения проблем на участке. Следующий пункт, 7-й. Здесь передача информации заместителю начальника цеха о закрытии проблемы осуществлялась любыми средствами. Ну, то есть, что мы требовали? Мы требовали от других служб, то есть, когда они получили проблемную ситуацию, они должны дать обратную связь заместителю начальника цеха, что ваш запрос, ваша проблема решена, и выдать решение, либо выдать материал, либо выдать конструкторскую документацию, либо оснастку. Ну, то есть все, что требовалось цеху при выдаче решения либо материалов, либо оснастки, еще и мы сделали, как правило, обратная связь, чтобы мы понимали, что проблема решена. Потому что с обратной связью, на тот момент были проблемы. Все жили в своих отдельных планах, они между собой не были связаны, между собой общались только если генеральный директор там, или топ-менеджер какой-то службы позвонит, тогда все начинают бегать. Мы старались, чтобы уже среднее звено между собой начало горизонтальные контакты, общение, чтобы вопросы на уровне операционки решались без подключения топ-менеджмента. Это наша тоже была одна из целей. Так, следующий пункт, 8. Подготовить приказ о передаче функции ведения заявок на выдачу ТМЦ от ПДБ в ОМТС. Плановое диспетчерское бюро, оно находилось в производстве, и почему-то на тот момент она занималась комплектацией материалов, подачей заявки на склад МТС. То есть они просили у закупщиков, а выдайте нам, пожалуйста, этот материал. Соответственно, мы преследовали цель, опять же, убить все вот эти запросы от производства. Производство должно производить основную продукцию. Никаких лишних действий, никакой беготни. Поэтому мы эту функцию передали в службу закупок. И теперь, в соответствии с главным календарным планом производства, у закупщиков есть свой план также вовлечения под каждый этап. И они, видя, что срок подходит к вовлечению в производство того или иного материала, у нас была цель, что мы должны
за 3 дня ранее поставить, будь то на заготовительный участок или на сборочный участок, если это уже касалось там электрики или какой-то кооперации, которая поступала с другого предприятия. Поэтому функцию комплектования материалами, оснасткой, электрикой, мерителем мы все переложили на закупщиков. И они в соответствии с своих планов подавали номенклатуру в производство. Тем самым мы еще раз грузили производство от ненужной работы. Это был сильный шаг. И я помню, как производственники очень сильно обрадовались. Закупщики, конечно, очень сильно расстроились. Но где-то уже через 2-3 месяца они привыкли, как будто так и было. Следующий пункт, 10. Здесь точно так же. Обеспечение технической документации и чертежами производственных участков положительно техническую дирекцию. Как было раньше? Раньше, как и за материалами, бегал ПДБшник, бегал мастер участка в конструкторам, либо в техническую дирекцию и запрашивал, а выдайте нам чертежи. Нет. Был главный календарный производственный план, под который точно так же был сформирован план у конструкторов и в технической дирекции, которые в эти даты точно так же за 3 дня должны поставить на тот или иной участок или на тот или иной передел. Здесь мы тоже производство разгрузили, и технологи и конструктора тоже расстроились, то как бы было, что а нам не дали конструкторскую документацию, мы не сделали. А нам не сказали, нам не позвонили, мы не выдали рабочую конструкторскую документацию. Поэтому здесь появился жесткий план привязки к производству. Мы передали эту зону ответственности в те руки, которые должны это и разрабатывать, я имею в виду рабочую конструкторскую документацию, технологию, и выдавать в необходимые сроки. Это как клиент-заказчик, да, то есть производство было заказчик у технического блока, либо у конструкторского бюро. Поэтому требования заказчика главные, и мы настроили здесь точно так же работу, как и в отделе материально-технического снабжения. Также мы перестроили конструкторское бюро, извините, и техническую дирекцию. Следующий пункт у нас 11. Что здесь мы сделали? Соответственно, разгрузив мастеров и работников цеха, мы первое, вот на каждом прям участке, потому что на каких-то выдавалось сменосуточное задание раньше, ну, вот в августе, да, на каких-то не выдавалось. Поэтому как бы непонятно, что на участке вообще делать, почему это сменосуточное задание выдано, а почему оно вообще не выдано, а почему вообще мы сейчас делаем эту продукцию, да, там или изделие, а почему эту не делаем. Ну, то есть раньше, идя по производству, ну, непонятно было, что вообще здесь делается. Поэтому, чтобы каждому было понятно при вот, любой, будь то конструктор, будь то технолог, будь то закупщик, выходя в цех и проходя тот или иной участок, он может подойти к сменосуточному заданию. Здесь же рядом находится главный календарный производственный план, в котором видно, на каком этапе, да, находится тот или иной тепловоз в том или ином цеху. И мы с 16 сентября на всех производственных участках в 5 цехах запустили сменосуточные задания. На ежедневной основе под каждую смену, первая смена, вторая смена, и где были ночные и третьи смены, точно так же. Дальше мастер отвечал только за контроль качества сборки и сдача собранных узлов ОТК, то есть он уже вызывал, да. И приемка работ в конце смены от работников о выполнении сменосуточных заданий. А все вот эти работы, которые раньше, они там за материалом бегали, ТМЦ искали, деталировку с других участков бегали, искали, РКД, оснастку и множество ненужной суеты, беготни. То есть производство само себя снабжало, чтобы выпустить продукцию, но не делало свою работу. Не выдавали сменосуточные задания, не контролировали качество сборки узлов. Где-то рабочий как сделал, так сделал, потому что у него времени физически не было. Они бегали по всем службам и функциям и кричали: дайте нам материал, дайте нам конструкторскую документацию, дайте нам технологии и так далее. Соответственно, вот этим 11 пунктом мы
перепрограммировали работу мастеров, что дало в дальнейшем очень сильный эффект, и они сконцентрировались только лишь на выпуске изделий своего участка. Идем дальше. 12 пункт. Планы участков цехов должны быть синхронизированы с ГККП, планово-диспетчерского отдела. Ну, вначале немножко сказал, это как раз таки то, что Max ERP-система, не было там критического пути, поэтому диспетчер завода, да, вот диспетчер завода, когда попадал ему на контроль главный календарный производственный план, этот главный календарный производственный план, он рассылался по всем службам. И диспетчер завода, у него там в подчинении еще были тоже люди, они отслеживали, чтобы все службы четко выстраивали свою работу от производственного плана, что ведется совещание по актуальным данным утром и вечером. И в системе Max ПДО, когда планирует выдачу там материалов, списание материалов, списание нормочасов, четко формировали те или иные операции в Max ERP на текущий месяц, будь то там сентябрь, октябрь, в соответствии с главным календарным планом. То есть и здесь мы связали работу ПДО в части ERP-системы с нашим Excel-файлом. Вот протокол номер 2 мы все обсудили. И вот мы переходим к последнему протоколу, который был выпущен 24 сентября. Это был крайний протокол, больше никаких решений мы не принимали. Всего получилось, в первом протоколе было 7 решений, во втором было 12 решений, и в третьем тоже 7 решений. То есть получается, мы с 28 августа по 24 сентября приняли 26 решений. И в рамках этих 26 решений мы работали до конца года, чтобы выполнить производственный план в количестве 71 тепловоз. На конец августа было сделано 33 тепловоза, и нам нужно было сделать 38 за 4 месяца. Вот. Переходим к самим пунктам. Пункт номер 1. Запретить работникам МТС закупку материалов на месяц вперед и более, кроме ДЦИ, ГККП текущего года и следующего. Закупку ТМЦ производить комплектно машинам согласно главного календарного плана производства. Для чего мы сделали этот пункт? Как вы помните, я когда рассказывал о первом протоколе, на производстве, да, и на складах незавершенки было на 1 миллиард рублей. Соответственно, если продукция изготавливалась, один тепловоз стоил там от 100 до 180 миллионов, да, и вы понимаете, да, что это по сути заморожено, укрупнено 10 тепловозов, 10, а делали в августе 4 тепловоза. Это несоизмеримо для бизнеса, это такие огромные замороженные средства, и вроде бы материал привезли на 1 миллиард, пишут, да, а изготавливать тепловозы не из чего. Денег нету на закупку материалов, потому что уже вложили на 10 вперед тепловозов. Поэтому этот пункт был очень важный. Как раз вот 26.09 мы уже поняли, что видим, сбоит отдел закупок. Мы приняли такое решение и запретили им закупать наперед четко под ГККП, и финансистам запретили выдавать деньги на закупку дальше, чем на месяц. На закупку ТМЦ мы запретили. Только длинноцикловые, те изделия, которые там нужно за полгода ранее, за 9 месяцев заранее заказывать, да, конечно, на данный ТМЦ было получено разрешение финансировать. Дальше, второй пункт. Отдел МТС определить позиции ДЦИ. Соответственно, да, мы когда понимали, что теперь будем выдавать на длительный период, на 5-6 месяцев вперед закупать ту или иную номенклатуру, мы должны были определить, а что же это за номенклатура. Соответственно, мы сформировали этот перечень был и в дирекции по закупкам, и когда подписывались документы у финансистов об оплате, у них тоже на руках был перечень, чтобы они могли понять, то есть они в Excel понимают, это продукция ДЦИ или это продукция текущего месяца.
Следующий пункт, третий. Это был прям такой хороший шаг, мощный, сложный для дирекции по финансам и дирекции по закупкам и дирекции по планированию. Здесь нам нужно было интегрировать, то есть когда мы в начале сентября разработали, отдельно был у нас план финансов, отдельно план производства и отдельно план по закупкам. Но нам нужно было эти 3 документа между собой соединить, чтобы не вручную все это высчитывать. Ну, вы представляете, да, в Excel это насколько было сложно. Поэтому мы приняли решение эти все Excel между собой соединить. И вот тут пункт был, да, 7. Доработать текущие таблицы, да, при необходимости взять на аутсорсинг специалиста по разработке Excel. Ну, потому что там некоторые интеграции были, да, которые своими силами завод не мог сделать. И мы там привлекали сильных экселистов, которые связали все эти 3 таблицы. И у нас в октябре уже от производственного плана была интеграция с планом закупок, от плана закупок с планом платежей. Это был сильный шаг, и он облегчал работу всем службам на самом деле. Мы начали четко управлять БДДСом, мы понимали, когда что нужно оплачивать и когда что нужно привозить закупщикам под производственную программу. Были прям очень, повторяюсь, да, но мы были очень довольны решением этим, которое позволило интегрировать 3 службы между собой информационно. 4 пункт. Синхронизировать сроки закупок ТМЦ с необходимыми сроками увеличения производства. Ну, это практически продолжение 3 пункта, да, здесь мы синхронизировали производство, эта интеграция была тоже этих 2 таблиц между собой. Она была немножко сложнее, поэтому, видите, срок 11, 10, нужно было еще, взяли неделю на эту интеграцию, там данных больше, чем между закупкой и финансистами. Следующий пункт. Здесь мы уже понимали, что 1 месяц отработали, да, и вот 2 октября я хотел получить от всех служб, от всех дирекций, от топ-менеджмента, от среднего звена, от мастеров обратную связь. Вот как им работалось по новым правилам, по новым таблицам, по новым планам, с диспетчерской службой, с единым окном управления, дэшборд вот этот, который видели ежедневно утром и вечером все функции. Поэтому очень важно было получить обратную связь, чтобы в дальнейшем понять, где мы еще, возможно, ошиблись и какой из стыков между службами или какой из инструментов управления нужно было отрегулировать. Следующий пункт. Проработать бизнес-процесс в части взаимодействия служб закупок и финансирования. Сократить число согласующих и сроки прохождения согласования документов. Мы выяснили за сентябрь, что очень долго согласовывалось на стыке между финансами и закупками. И оплаты, разрешения, почему платили, зачем платили. Поэтому, в принципе, ввели вот этот интегрированный документ между планом платежей и планом закупок. И в том числе и в регламентах и бизнес-процессах существующих мы поменяли, упростили процедуры, убрали лишних согласующих и загнали всех в эту интегрированную Excel-таблицу, в котором было видно четко и был доступ и у финансистов, и у закупщиков. И эти споры уменьшились, что намного ускорило прохождение согласующих действий при оплате ТМЦ. Ну и 7 пункт, я уже сказал, да, нам пришлось нанять экселиста, чтобы интегрировать все это, потому что Max ERP не давал тех нам необходимых информационных данных для того, чтобы интегрированно выстраивать между собой все службы и выполнять в срок те или иные задачи или работы. Вот эти 3 протокола, которые уже по стечению сентября месяца вместо 4 тепловозов мы сделали 8, что означало плюс 100 производительности завода, плюс 100%.
относительно августа. И вначале меня восприняли так же, как и тех консультантов, которые тут трудились 1,5 года. Но когда все службы увидели результат, да, им самим было приятно, что, оказывается, тем же количеством людей, но только при правильных алгоритмах, при правильной интеграции между службами, при правильном планировании и мониторинге, да, исполнения их планов, они достигли X2 в производстве, да. То есть делали 4, сделали 8 в сентябре. Это был восторг, удивление. И после этого производственники мне поверили. Но на итоговом совещании, когда мы объявили для управляющей компании, что мы сделали 8 тепловозов, а была онлайн-встреча с Москвой, и в Москве сидели эти консультанты, которые тут уже 1,5 года трудились, и они, конечно, были очень удивлены этой ситуацией, и где-то, не знаю, ну, наверное, ревность или что это сыграло, подкидывали небольшую критику в адрес наших разработок и действий. Но мы, как говорится, собаки лают, а караван идет. Мы шли только по нашим намеченным планам, по нашим измененным правилам управления на предприятии и с нашими интегрированными Excel файлами для производства, закупщиков, финансистов, конструкторов и технологов. Вот и дошли мы до точки Б. Прошел еще месяц, октябрь, 9 тепловозов. Проходит еще один месяц, ноябрь, 10 тепловозов. Подводим итоги в декабре, 11 тепловозов. Кстати, это рекорд завода по количеству выпусков тепловозов в месяц. Итоги года выполнены. 38 тепловозов за 4 месяца реализованы и отгружены в полном объеме заказчику. Моя работа в качестве антикризисного управленца заняла ровно 5 месяцев. За это время мы с командой заводчан сделали не очередной отчет-презентацию, как это обычно бывает, а работающий единый управленческий механизм. И самое главное, эти решения работают в машиностроении, в текстильном, в мебельном и любом другом производстве. Поэтому я для вас подготовил серию роликов об эффективном управлении. Это будет не просто цикл лекций, а пошаговая инструкция по созданию управляемого бизнеса. Поэтому, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ваш бизнес уже не будет прежним. Ждите выхода следующего эпизода. До новых встреч! Закажите диагностику вашей системы управления, и вы получите плюс 100% к производительности. Личные консультации вашей системы управления. Ссылка для контакта в описании ролика и канала.